Бермудский треугольник – это одно из самых загадочных мест на Земле, которое привлекает внимание ученых и любителей тайн уже на протяжении многих лет. Где находится Бермудский треугольник? Его настоящее местоположение скрывается в Атлантическом океане, между Флоридой, Бермудами и Пуэрто-Рико. Бермудский треугольник славится своими таинственными и необъяснимыми явлениями. Рассмотрим топ-10 интересных фактов о Бермудском треугольнике, которые заставят вас задуматься о том, что может скрываться за этой загадочной областью океана. Атлантида. Данную теорию поддерживает большинство людей, которые уверены в том, что Атлантида, затерянный город, располагался где-то рядом с территорией Багамских островов. То есть Атлантида до сих пор функционирует где-то под океаном, ожидая своего часа. Судя по данной теории, Бермудский треугольник в океане обладает кристаллами, которые излучают радиосигналы, после чего самолеты сбиваются с пути. Есть несколько доказательств тому, что есть древняя дорога-верфь под названием Бимини, это некая скала, исчезновение корабля. Почему пропадают корабли в Бермудском треугольнике? Рассмотрим исчезновение судна USS Цицлопс в марте 1918 года. Этот грузовой корабль был длиной более 160 метров и весил более 19,000 тонн. Он исчез без следа, а на борту находились более 300 человек. Впечатляюще, не правда ли? Но вот некоторые дополнительные факты, которые заставят вас задуматься. USS Цицлопс был построен в Германии и являлся одним из 4 агрегатов, которые были захвачены США в результате Первой мировой войны. Корабль использовался для перевозки угля, был самым большим кораблем в свое время. Несмотря на то, что исчезновение USS Цицлопс часто связывают с Бермудским треугольником, научное объяснение более простое. Возможно, корабль столкнулся со штормом или технической неисправностью, что привело к его крушению. Но, конечно же, это не так интересно, как теория о том, что корабль был похищен пришельцами или затянут в черную дыру. Военная база США. Каждый хоть раз слышал о Зоне 51, потому что это американская база BBC, где реализуют испытания военной техники. Она известна тем, что принимает множество сообщений об обнаружении НЛО. Такие же базы расположены на Багамах и островах Андрос. Известно, что где-то здесь работает совершенно официальный, но, конечно же, секретный Атлантический центр подводного тестирования и оценки, АУТЕЦ. Вообще-то он обкатывает новейшие американские подлодки, гидролокаторы и тому подобное. Но ведь никто не гарантирует, что в АУТЕЦ не ставятся и другие, гораздо более опасные, эксперименты. Может быть, здесь испытывают, например, какие-то инопланетные технологии, путешествия во времени. Бермудский треугольник дарит некий электронный туман, который, по мнению многих, является тоннелем, способным переносить человека в прошлое или будущее. Проваливаясь в него, суда и самолеты, в результате, оказываются в том же месте, но уже в другом времени или, наоборот, успевают преодолеть за считанные минуты огромные расстояния. Якобы причина этого искривления времени и пространства. Например, один из пилотов, Брюс Гернон, говорит о том, что он потерял в районе получаса именно в тот период, когда пролетал в этом облачном тоннеле. Тогда действительно самолет исчез с радаров и через некоторое время снова появился в Майами-Бич. Поглощение объектов. Треугольник обладает способностью поглощать объекты, в том числе и самолеты. Таких случаев в истории немало, но, на самом деле, есть объяснение для этих исчезновений. В данной области часто возникают сильные штормы и вихри, которые являются опасными для навигации. Кроме того, магнитное поле в Бермудском треугольнике вызывает ошибки в работе компасов и иных навигационных приборов. Так что, возможно, самолеты просто теряют ориентацию и не могут найти путь домой. Наиболее известным случаем, упоминаемым в связи с Бермудским треугольником, является исчезновение звена из 5 бомбардировщиков-торпедоносцев типа Avenger. Эти самолеты 5 декабря 1945 года взлетели с базы военно-морских сил США в Форт Лодердейле и назад не вернулись. Их обломки, как и экипаж, не были найдены. После исчезновения «Эвенджеров» на их поиски были отправлены другие самолеты, и один из них тоже бесследно исчез. Пираты и треугольник. Это достоверный факт, ведь пираты на этих землях действительно были, их боялись все моряки на протяжении нескольких сотен лет. Однако, несмотря на правдивость, данная теория не объясняет то, почему же все-таки исчезают самолеты. Метановый газ. Данная теория гласит, что именно метановый газ виноват в том, что треугольник получил такую славу. Дело в том, что пузырьки газа во время подъема к воде делают плотность жидкости меньше, тогда и снижается плавучесть, которая действует на эту воду. Такой фактор способствует тому, что масштабные корабли часто просто теряют способность оставаться на плаву и быстро тонут. Но куда деваются останки кораблей? Они должны оставаться под водами океана, но часто их там не обнаруживают.
Дело в том, что у Гольфстрима сильное течение, которое уносит их за пределы этой территории. Однако, если бы этот факт был полностью правдив, то ученые давно бы заметили какие-то признаки существования газа метана в этом регионе. Версия с участием НЛО. Бермудский треугольник, история которого гласит, что фантастический факт этого места можно считать таким, территория региона подчиняется жителям расы НЛО. То есть они когда-то избрали этот участок Земли, основали там личную базу, где изучают нашу планету и ее жителей. Когда суда приближаются, инопланетяне просто избавляются от свидетелей. Некоторые экипажи забирают на опыты, поэтому со временем появляются найденные пустые судна. Но подтверждения у этой теории нет. Христофор Колумб первым заговорил об аномалиях Бермудского треугольника. В 1492 году Христофор Колумб хотел найти новый путь в Азию, а открыл Америку. Колумб был первым известным путешественником, пересекшим район Атлантики, который мы теперь называем Бермудским треугольником. Его судовой журнал содержит описание моря, сплошь заполненного водорослями, рассказ о необычном поведении стрелки компаса, о внезапно возникшем огромном языке пламени, о странном свечении моря. Огромная территория. Бермудский треугольник – это огромный и загадочный район в Атлантическом океане. Его площадь около 440 тысяч морских миль, данная цифра превышает даже сумму площадей штатов Раджастхан, Махараштры, Мадхья-Прадеш. То есть это масштабная область, которую крайне трудно исследовать. Несмотря на это, треугольник давно исследуется учеными и иными любителями секретов. Современные методы и способы позволяют получить более достоверную информацию об этой секретной части океана. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.